Привет всем! От находящегося во Франции, когда-то интересного и заброшенного уже много лет особняка, сейчас мало что осталось. Все потому, что несколько лет назад его, вместе со всей находившейся там антикварной мебелью и предметами интерьера, поглотил огонь. Но не думайте, что сегодня мы будем смотреть только остатки былого великолепия, потому что мы подготовили для вас кое-что интересное. Наша история с этим замком началась еще в 2017 году, когда мы приехали на встречу к другу в этот расположенный у моря городок, и все вместе пошли гулять по поросшим лесом прибрежным скалам. По извилистым тропинкам мы поднялись от подножия почти к самой вершине склона, как вдруг заприметили отходящую от основной дорожки и ведущую резко вверх в самый лес еще одну тропинку. Она была завалена всяким мусором, но мы, желавшие поскорее вернуться к городу, решили воспользоваться ею, чтобы немного сократить дорогу. Пока карабкались вверх, наше внимание привлек доносившийся впереди звук. Как мы вскоре увидели, это трепало на ветру занавеску, торчащую из разбитого окна на втором этаже маленького домика, походившего на одиноко стоящую крепкую башенку. Территория вокруг дома была завалена всяким мусором, на стенах красовались граффити. Вот оно оказывается как. Совершенно случайно мы вышли к заброшке. Дверь в домик была распахнута, и мы решили его посмотреть. Дом имел 2 этажа, забитый старыми вещами подвал и выход через низкий чердак на крышу. На кухне сохранились приклеенные к столу бумажки с рецептами и напоминаниями, различные склянки со специями и медикаментами. На 2-м этаже практически всю комнату занимала кровать с толстенным матрасом на ней, где лежала пара подушек и наваленный сверху мусор. Из подвала, пол которого покрывали накиданные горой вещи, также доносился какой-то механический звук. Мы спустились вниз, подсвечивая ступеньки светом от телефона, но в этот момент звук внезапно стих. От подвала до крыши домик пронизывала узкая деревянная лестница, по которой мы и поднимались с этажа на этаж. И, конечно же, забрались на зубчатую крышу. С крыши открывался вид на несколько расположенных неподалеку частных домов. Уходя из домика, мы заметили, что механический звук, доносившийся из подвала, как только мы зашли, возобновился, но спускаться снова вниз мы не стали. Рядом были в таком же плачевном состоянии и хозяйственные постройки, сараи, в которых осталось немного садового инвентаря и много наметенных сюда опавших листьев. На тот момент мы не знали, что если подняться от домика влево по заросшему травой и деревьями участку, ошибочно принятому нами просто за продолжение леса, то можно попасть в скрывающийся среди этой растительности особняк, пока что еще не поглощенный пламенем и полный интересных брошенных наследниками интерьеров. Да, мне до сих пор жаль, что в тот момент мы не проявили больше любопытства и не поднялись выше. Хотя, признаться честно, мы посетили этот дом еще до того, как у меня появилась любовь к заброшенным местам. В следующий раз мы вернулись сюда только спустя 3 года, в тот момент, когда особняк уже обратился в руины. Но и они, и окружающий их когда-то парк, показались мне довольно интересными, и, собственно, вот почему мы и делаем это видео. К счастью, моя знакомая, француженка-фотограф Виолет, побывала в этом особняке еще до пожара и сделала там много чудесных фотографий. Я очень благодарна Виолет за то, что она разрешила нам использовать в видео ее снимки. И вместе мы подготовили для вас интересные сравнения в формате «было-стало». А теперь давайте все-таки поднимемся вместе выше по склону. В этот солнечный летний день мы прошли на территорию замка по уже привычному нам маршруту, теперь уже лучше смотря по сторонам. Практически у самой вершины лесного склона мы увидели вырытые в земле подобия пещер, завешенные сверху всяким подручным материалом, укрывающим эти самодельные жилища. Повешенная на деревьях одежда и разные предметы быта свидетельствовали о чьем-то длительном пребывании тут. Так часто бывает, что заброшенные дома становятся убежищем для бездомных людей, вольных бродяг или различных маргиналов, которые лишаются своих домов или уходят от семьи, чтобы никто им не мешал предаваться своим, скажем так, увлечениям. Все эти материалы, скорее всего, были вытащены из замка и находившегося в самом низу домика, что мы уже когда-то посетили. Знакомый нам дом-башня по факту оказался домиком смотрителя, охранявшего особняк и вход на его территорию. Наверное, смотритель был последним человеком, жившим здесь, а когда его не стало, все быстро начало приходить в негодность.
И пришли бездомные. Как вы позже узнаете, когда-то эти люди жили прямо в домике и особняке, пока не случился пожар и территорией не занялись городские власти. Домик смотрителя сейчас плотно законсервировали, заколотив окна и двери, а от самого замка и так уже ничего не осталось. Вот и пришлось бездомным занимать другие свободные ниши. А бездомных здесь и правда, судя по всему, было довольно много. Территория замка огромна, занимает всю верхушку горы и включает в себя руины самого особняка XIX века, руины средневековой смотровой башни, домик смотрителя и старые конюшни. Между всеми этими зданиями приличные расстояния, занимаемые теперь разросшимся садом, в глубине которого валяются обломки когда-то прекрасных скульптур. Мы поднимались вверх и то и дело вылавливали взглядом из высокой травы остатки маленьких фонтанчиков, фигуры из белого мрамора и две каменные арки над подзаросшей растительностью тропинкой. Над всем этим возвышался огороженный старым покореженным забором и оборванными заградительными лентами особняк, окруженный также оставшейся без надзора и выживающей здесь декоративной растительностью. Особняк практически полностью выгорел. Крыша и второй этаж у него рухнули, и вопрос ближайшего времени, когда первый этаж рухнет в подвал. Кое-где пол уже предательски обвалился, и мы передвигались с большой осторожностью. Панорамные окна первого этажа с коваными решетками на них, повисшие над бездной камины и батареи, обгоревшие остатки металлических предметов, ванн, люстр, решеток для камина. В некоторых местах даже остатки обоев и лепнина на стенах. Вот и все, что осталось от былого великолепия. Второго этажа больше не существовало, но он остался на фотографиях Виолет. Просто посмотрите, как он выглядел.
Без вездесущих вандалов, пришедших поглумиться над тем, что еще осталось от особняка, здесь тоже, конечно же, не обошлось. Их каракули можно было встретить практически повсюду, где можно было что-то начирикать. Ну просто юные таланты в поисках холста для самовыражения. В одной из комнат обнаружили остатки кухни, часть оборудования в которой выгорела, а часть все еще осталась различима. Закончив осмотр особняка, решили подняться на самую вершину, там, где посреди леса возвышались остатки средневековой смотровой башни. Подъем оказался довольно крутым и не слишком долгим, но посмотреть башню удалось только у ее подножия. Винтовая лестница на самый верх обвалилась. Здесь же неподалеку нашли и немецкий бункер времен Второй мировой войны. Вход в него был плотно законсервирован, и попасть внутрь мы не смогли. Конюшни располагались дальше всех прочих построек, плотно заросшие лесом. Мы дошли и до них, но заходить не стали, так как отметили там признаки жизни. Посуда, когда-то дорогой антикварный стол с подломанной ножкой, вероятно вытащенный из замка и накрытый скатертью, и свеженькие сорванные цветы, поставленные в какую-то пластиковую плошку. И все это на фоне старого аварийного двухэтажного здания. Чё? Мне кажется, нам лучше уйти. Так как было раннее утро, мы предположили, что обитатели должны спать где-то на втором этаже, и поскорее оттуда ушли, чтобы их не тревожить. Сейчас будет операция по перекидыванию Геры через забор. Выйдя с территории особняка, оказались на маленькой городской улочке, где как раз прогуливались местные жители. Мы решили поинтересоваться об истории этого места у них. Там опасно, не ходите туда. Вот что они нам ответили на вопрос, а что случилось с замком. Там живут бездомные, алкоголики и наркоманы. Это из-за них он сгорел, объяснили нам. Конечно, предостережение было не совсем своевременным. Особняк на тот момент мы уже посетили. И то, что он обитаем, заметили. Мне тогда сразу вспомнились стоящие в плошке свежие цветы. Романтичные у вас тут романы, однако. Вернувшись к себе домой, мы стали искать информацию об этом месте. И выяснили, что в поджоге виноваты не обосновавшиеся здесь маргиналы, а как раз-таки соседские детишки. Только, видимо, наверное, проще все свалить на отбросов общества, собирающих цветочки для уюта в своем единственном пристанище, чем на собственных детей. Но давайте все-таки послушаем историю этого места, которую начнем с того самого трагичного для особняка дня. «Ой, как вспыхнуло, осторожно!» – верещали его друзья, пока Дин судорожно соображал, что ему делать с пачкой разгоревшихся старых журналов. Ну и, конечно, не придумал ничего лучше, чем просто отшвырнуть их от себя подальше. Журналы упали на старый матрас, покрытый слоем пыли и ветхий от времени. Пламени только этого и не хватало. Огонь разошелся слишком быстро, тушить его было нечем, и напуганные подростки выскочили из старого особняка и в панике побежали по своим домам, словно были не при делах. А огонь свое дело знал хорошо, и через несколько минут горожане посреди бела дня увидели черный столб дыма. Так как старый особняк находился на горе, его было видно всему городу. Пожарные приехали быстро, но, взглянув на открывшуюся картину, решили оставить дом догорать. Подъезд к нему был сильно затруднен, а состояние аварийным еще до пожара, и риск обвала был очень велик. И только они это обсудили, как послышался оглушительный треск, обвалилась крыша. Начавшийся в 3 часа дня, огонь окончательно стих лишь к 2 часам ночи, оставив после себя руины. На следующий день было задержано 6 подростков от 12 до 15 лет.
Как объяснили дети, они решили просто поиграть в старом заброшенном особняке, поджигая разные небольшие предметы. Ну и, как говорится, доигрались. Особняк был построен в 1850-х годах на вершине горы рядом с остатками средневековой смотровой башни, возвышающейся над морем на 70 метров и позволяющей в то время высматривать приближающихся врагов. Его хозяин был видным политическим деятелем для всей Франции, а конкретно для этого региона провел первую железную дорогу. Кстати, эта дорога проходит прямо под его владениями, по специально вырытому для этого туннелю, украшенному башенками в одном стиле с другими хозяйскими постройками на вершине горы. Политик умер в стенах особняка в 1880-х годах, не оставив после себя прямых наследников. Во время Второй мировой войны территорию особняка заняли немцы, построившие прямо в горе свои бункеры, оставшиеся здесь до сих пор. Много раз особняк менял своих владельцев. А в 90-х, после смерти очередного хозяина, владения перешли в руки 8 его наследников, никак не приходивших к соглашению о разделе имущества, и послужили поводом для многолетнего семейного конфликта. Все это время особняк пустовал, но снизу еще жила семья смотрителя, а когда и их не стало, на территории поселились бездомные. Городской совет запустил судебный процесс для приватизации особняка и руин средневековой башни на его территории, признанных историческим наследием. И вот в самом начале 2018 года наконец-то его выиграл, а через день особняк сгорел. Совпадение ли это? Этот факт, что особняк сгорел спустя всего лишь один день после перехода к городской мэрии, меня, если честно, немного смутил. Замешаны ли в этом наследники, годами припиравшиеся друг с другом и, в конце концов, оставшиеся с носом, и, скорее всего, этим не очень довольные? Или же это просто обычная случайность руками некрепких умом подростков, не нашедших в этот день занятия интереснее, чем пироманские шалости в заброшенном доме? Правда, до сих пор неизвестно, во всяком случае, обычным гражданам. Ну что ж, вот такая история получилась у нас про этот заброшенный особняк. Насколько мы могли, мы постарались интересно преподнести вам его руины. И я очень надеюсь, что у нас это получилось. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Для нас это очень важно. Всем пока и до новых встреч!